Привет, меня зовут Татьяна. За окном барабанит дождь, декабрьский, но мы готовимся к лету и шьем вот такую прекрасную юбку для куколки. Я буду показывать на примере, как я шью для куклы Паула Рейна ростом 33 сантиметра, но по данному принципу можно сшить юбку для любой другой куклы. Если вы хотите сшить такую юбку для другой какой-то куклы, не для Паула Рейна, тогда не торопитесь делать такие отрезы, как я указываю в начале видео. Посмотрите чуть-чуть дальше, я объясняю, как такую юбку можно сшить для другой куклы с другими параметрами. Для пошива юбки для куколки Паула Рейна нам понадобится два отреза ткани, один размером 40 на 10, другой 17 на 3, кнопочка пластиковая или металлическая на ваш выбор, ножницы, иголка с ниткой и булавки. И, конечно же, швейная машина с нитками. Что значат размеры 17 на 3? 17 – это длина поясочка, 3 – это его ширина. Если у вас кукла не Паула Рейна, или вы хотите поясочек немножечко шире, не такой, то вам 3 надо увеличить. Вы можете 4 и 5 сделать, тогда ваш поясок будет больше. Параметры 40 на 10. 10 сантиметров – это длина нашей юбки, 40 – это густота юбочки. Если вы хотите сделать складки более жиденькими, то значит вам надо не 40, а меньше взять. Если хотите гуще, можете взять отрез больше ткани. 50, 55. 10 – это длина юбки, вы можете сделать ее длиннее, тогда вам надо будет больше, или короче, тогда вам надо будет меньше. Дважды подверните ткань на полсантиметра и еще раз на полсантиметра. И прошейте вручную. Теперь прострочите здесь на швейной машинке. Когда прострочите, эту нитку можно будет убрать. Вот, готово. Теперь вот эти края обработайте оверлоком или зигзагом. Готово. Вот я прошла зигзагом. Край, где нет подгиба, я просто завязываю 2 узла и отрезаю нитки, а край, где есть подгиб, я завязываю 2 узла, заправляю нитки в иголку и протягиваю внутрь ткани, чтобы не было торчащих ниток, чтобы красиво смотрелся край. Вот, я протянула, а потом отрежу. Здесь. С той стороны, где у нас не обработан край, надо сделать 2 параллельные строчки вручную. Отступаем от края где-то 1 сантиметр, завязываем узел и прокладываем строчку. Нитку оставляем висеть. С другой стороны аналогично. Отступаем где-то сантиметр, завязываем узел и прокладываем строчку. Нитку оставляем. Чем мельче ваши стежки, тем красивее потом получатся складки на юбке. Возьмите маленький кусочек ткани, тот что 17 на 3, и прогладьте его, как здесь вы сейчас видите. В 2 раза и еще раз. У вас должна получиться вот такая полосочка. Это будет наш поясок для юбки. Теперь, после того, как вы прогладили, в противоположном направлении раскройте, загните и прострочите здесь. С другого конца точно так же надо сделать. Когда прострочите, выверните снова так, чтобы поясок был сложен. Должно получиться вот так. В этой части просто завязываете узел и отрезаете. В этой части завязываете узел, продеваете нитку в иголку и прячете вот здесь. Завязала 2 узла, заправила хвостик в иголку, а теперь прячу ниточку тут. Важно спрятать ее здесь, а не здесь. С другого конца делаем точно то же. Завязываем 2 узла и отрезаем. Завязываем 2 узла, заправляем в иголку и прячем тут.
Теперь концы можно отрезать. После этого выворачиваем. В этом месте вывернуть сложно. Можете помочь себе иголкой или изнутри протолкнуть каким-то предметом. Можно палочкой для суши. Ну, я рискую и ушком иголки проталкиваю, потому что у меня толстая иголка. Как-то так. Возьмите ваш поясок и второй кусочек ткани, тот, что большой. Здесь загните край с левой стороны. Отступите где-то полсантиметра, может 8 миллиметров на глаз, не важно, чтобы прям точно было. Отступите и вставьте этот кусочек ткани в поясок. Должно выглядеть вот так. Теперь здесь закрепите булавкой. Вот, держится. С правой стороны надо сделать почти точно то же. Тоже надо загнуть ткань, но вставить надо в поясок до упора. Вот так. Вот здесь есть такие штучки, они торчат. Надо, чтобы они попали не перед тканью, а чтобы они были вот здесь, с этой стороны. Вот так мы вставляем. Вот. И здесь тоже теперь закрепляем булавкой. Держится. Имеем сейчас вот такую картину. Теперь берем за нитки и стягиваем, формируя складки юбки. Вот длина у нас одинаковая. И теперь складки распределяем так, чтобы они равномерными были. Видите, здесь есть проплешина, здесь очень плотно. Надо их распределить так, чтобы они по всему периметру юбки смотрелись одинаково. После этого заправляем в поясок юбку и по всей ширине скрепляем булавками. Думаю, уже немного видно, что получается юбка. Теперь надо здесь проложить строчку вручную. Чем мельче стежки, тем лучше. Я почти проложила строчку. Вот изнаночная сторона. Вот лицевая. Булавки убрала, они уже больше не нужны. Хочу обратить ваше внимание на этот участок. Здесь выглядывают кусочки некрасивые. Когда вы прошиваете здесь вручную, надо постараться их запихнуть внутрь.
чтобы они не торчали. Придерживаем пальцами. Когда я протолкнула внутрь эти кусочки, я дальше продолжаю прокладывать строчку. Теперь готово. После этого по этой строчке надо пройтись, сделать шов швейной машиной. Я прострочила. Теперь синие нитки можно устранить. Нитки, которые висят в начале и в конце шва, завязываем в 2-3 узла, продеваем в иголку и прячем внутри изделия. Теперь можно отрезать. С другой стороны я сделаю точно так же. Теперь сложите вашу юбку. Вот так вот сложите края и сделайте строчку, но не до конца изделия. Строчка где-то должна быть 4-5 сантиметров. Вот я до сюда прострочу. Вот от иголки до края я проложу строчку на швейной машине. Я прострочила. Здесь завяжите 2 узла и отрежьте нитку. Здесь завяжите 2 узла, заправьте в иголку и спрячьте внутри ткани. Готово. В этой части я пришила кнопочку. Слева выступающая часть, справа часть с дырочкой. После этого юбка официально считается готовой. Можно начинать примерку.